Всем привет! Сегодня я к вам с новинкой. Записала мастер-класс по вязанию такого красивого, стильного, свежего бактуса, либо шали в технике свинг. Это авторская модель от бренда Котом. Бактус я назвала Махаон, так как он напоминает красивую бабочку. Такой бактус является продолжением серии и подойдет в комплект к шапочке и митингам. В этой технике мастер-классы, по вязанию которых есть у меня на канале. Узор этот вяжется укороченными рядами. Здесь идут непрерывные полосы из листиков. И вязать таким узором можно не только бактус, но и снуд, шарф, палантин, да все что угодно. Вяжется узор этот быстро, просто, и сам бактус вяжется очень интересно. Во-первых, за счет узора, а во-вторых, за счет используемой пряжи с градиентным переходом цвета. С изнанки такой бактус тоже смотрится очень симпатично. То есть можно сказать, что он двухсторонний. Размер бактуса получился 150 см в ширину, то есть это размах крыльев, и в высоту 68 см. Вес составляет около 250 грамм. Это неполный моток Yarn Art Flowers Merino и еще немного белой пряжи, около 40 грамм. Края бактуса получились довольно аккуратные. По центру здесь идет красивая линия центральная. И в конце вязания петли закрыты эластичным способом. В составе этой пряжи имеется шерсть, и такой бактус отлично подойдет для межсезонья. Он мягкий, теплый и очень стильно смотрится. Вязать бактус я буду из такой пряжи. Это Yarn Art фирма Flowers Merino. Это вот такие вот градиентные цвета. Переход от светлого через сиреневый, светло-серый и в темно-серый переходит. Здесь 25% шерсти и 75% акрила. 225 грамм, 590 метров. Но посчитала, здесь получается в 100 граммах 260 метров. И так как для этого бактуса нужно использовать два контрастных цвета, я подобрала цвет. Ну, здесь можно любой использовать. Можно черный, например, взять. Будет, более так как ярко, контрастно. Но я решила более свежий бактус, весенний такой сделать. Белые полоски решила запустить. И подобрала я пряжу. Это фирма Пехорка, перспективная. Тоже белый цвет. Здесь 270 метров в 100 граммах. Ну, почти. Здесь 260, здесь 270. Здесь 50% мериносовая шерсть и 50% акрил объемный. То есть, видите, она тоже не белая, а желтоватая. Как раз вот вообще отлично подходят по цветам. Ну и спицы я буду на спицах четверочки вязать. Пробовала на 4,5, но все-таки на 4 мне больше понравилось. Значит, как я буду вязать? Вот у меня начало, старт. Я хочу отмотать вот этот белый цвет, так как полоски, они ж не будут видны на белом. Если у вас, допустим,
вы подобрали другой цвет, например, черный хотите, то белый не надо отматывать. Сразу вяжите сначала. Так как у меня эти цвета одинаковые, я от этого белого, я его сейчас весь перемотаю. И мотаю я, пока не дойду до узелка первого. Вот я смотала белый цвет, и видите, вот у меня вывалился уже узел. Даже его искать не пришлось. То есть он большой такой. Все, в этом месте я отрезаю нить, где узел этот. В этой пряже Flowers Merino очень много узлов. В мотке 10 штук аж. Вот один мы отрезали, еще 9 осталось. Я изначально не избавлялась от них, но потом они начали часто появляться, и я записала отдельное видео 6-минутное. Оставлю ссылки. Пройдите и посмотрите, как я избавилась от этих узлов. Вот хочу показать, как будет сам узор выглядеть на бактусе, как я расположила листья. Связать мы будем вот начало вязания, вот это место. И вот так вот мы вяжем. Вот это у нас центральная линия идет. Здесь будут края. Видите, вначале вот у меня один лист идет. Затем у меня тут идет 2 листа. Ну, если вот так смотреть. Потом у меня 3 листа идет, потом 4. Ну и потом, сколько у меня ниток хватит, буду вязать до конца. Здесь они у меня, листья, расположены в шахматном порядке. И как раз получается, где у нас расширение листа, потом у нас здесь, в этом месте нет листа, идут в шахматном порядке. И вот так вот они будут расположены. Сам лист у меня состоит из 17 петель. Вот этот лист 17 петель. И по краям у меня здесь по 9 петель. То есть здесь 9 и здесь 9. То есть, соответственно, второй ряд листа у нас пойдет сам лист 17. Здесь у нас 9 остается. Здесь 9. И между листом 9 петель. Когда мы вяжем первый ряд с листиком, у нас в этом ряду должно быть 35 петель. Ну, не в ряду, а от центра до края. Вот это я в учет не беру, вот эту часть. Здесь вяжется все в зеркальном отображении. Здесь 35. Но так как я буду в этом бактусе вязать еще полосочки контрастным цветом до листа и после, то первую полоску я начну вязать 35 минус 6, то есть минус 6 рядов, когда у меня на спицах будет 29 петель. Вот тут в этом месте я буду вязать и начинать первую полоску контрастного цвета. Потом я свяжу еще один ряд контрастного цвета полоски. Когда 35, я буду делать первый лист. Второй лист я буду делать, когда у меня на спицах будет 61 петля до центра. Первый ряд, когда я буду делать узор, минус 61, я должна отнять 6 рядов. То есть первый цвет у меня будет на 55. Ну, здесь я узор распределила, я вам покажу уже в процессе вязания. Это просто теория, как я сами узоры сделала. То есть начало ряда с листиком у меня будет идти всегда одинаково. То есть 9 лист, 9 лист, 9. И тут то же самое, 9 лист, 9 лист, 9. И тут то же самое. То есть начало у меня листов будет везде одинаково. И, соответственно, заканчиваться, видите, у меня не будет красиво, симметрично. Как вяжутся полосы из этих листьев? Сам узор коротко покажу. Вот смотрите, у вас идет начало ряда, допустим. Вначале вы провязываете 9 петель. 9. Здесь либо вы вешаете маркер вешаете, либо просто дальше вяжете 17.
17 вы провязали. Здесь вы делаете укороченный ряд, разворачиваетесь, вяжете назад до маркера. Маркер вы снимаете. Либо вы считаете, здесь должно быть 16 назад, если не считать петлю разворота 16. Ну, я когда буду вязать, я вам все подробно объясню, это просто теоретическая часть. Потом вы вяжете назад, укороченный ряд, потом опять в эту сторону, потом опять в эту сторону на сокращение и опять в эту сторону. То есть вы формируете листик. Здесь у вас получилось 3 рубчика. Ну, я их барашками называю, это 6 рядов получилось. Вы идете на увеличение, вяжете снова 3 ряда и возвращаетесь опять на вот эту точку. То есть вот это вы как бы лист провязали. Начиная с этой точки, вы снова вяжете 9 петель и повторяете этот же маневр. Снова вешаете маркер, вяжете 17 петель. Из этих 17 петель вы делаете лист и возвращаетесь снова на эту точку. Вяжете дальше, сколько листов вам нужно по узору. Провязали до края того. И затем вы вяжете изнаночный ряд сверху вот этих листьев до конца, до начала. Вот. Таким образом у вас получаются непрерывные листья. Но так как в листе у вас идет расширение полотна, здесь расширение полотна, видите, у вас будет, если вы будете по-другому как-то делать, если вы будете там снуд вязать, к примеру, то следующий ряд делайте в шахматном порядке. То есть следующий лист у вас должен быть вот тут, а вот этот вот тут. То есть вот так вот, чтобы полотно было ровное. То есть так как тут лист, тут у вас не должно быть листа, а тут, если он есть, то тут не должно быть. Ну, не знаю, понятно ли нет. Для начала вязания мы должны набрать 5 петель. Но как я буду их набирать? Я делаю кольцо амигуруми. Для этого я вот так вот делаю колечко, чтобы конец нити у меня был сверху. Вот, ввожу я спицу в это кольцо. Здесь вот я пальцем поддерживаю и вытягиваю рабочую нить, и при этом у меня образуется одна петля. Вторую петлю я набрасываю накид. Опять завожу спицу в это кольцо, провязываю 3-ю петлю. Опять делаю накид. Провязываю 5-ю петлю. Вот у нас на спице 5 петель получилось. И кольцо я затягиваю. Вот, разворачиваем. Сейчас мы этот маленький ряд провяжем как подготовительный. Но как мы будем вязать кромочные петли? Во всем бактусе мы их провязываем лицевыми петлями всегда. Что у нас край не стягивала. Вот, я провязала лицевой петлей. Здесь я должна из центральной петли, вот 3-ю я провязала петлю. Затем я подхватываю, залазю вот под эту стеночку и провязываю я еще одну петлю. То есть из одной я провязываю 2. И оставшиеся 2 я тоже провязываю лицевыми петлями. Мы сделали одну прибавку, и у нас на спице получилось 6 петель. Разворачиваем вязание. И вот мы сейчас будем начинать уже наше вязание бактуса. Значит, как я буду вязать? Смотрите. Как мы вяжем кромочные? Кромочную мы будем вязать и в начале, и в конце ряда лицевыми петлями. Всегда во всех рядах мы провязываем и первую, и последнюю лицевой петлей. В каждом лицевом ряду мы будем делать по 4 прибавки. 2 прибавки мы будем делать после первой кромочной и не довязывая одну петлю с того края. И
2 петли я буду провязывать между центральными петлями. Поднимать буду. Здесь можно в центре либо сразу маркер повесить, но так как у меня сейчас тут всего 6 петель, я пока не буду вешать. Пока мы этот ряд провяжем. Вот смотрите, идет первая петля. Нить я завожу вот так назад. Вставляю в эту петлю спицу, провязываю лицевой петлей. Здесь я чуть-чуть подтягиваю. Вот, теперь мы должны тут сделать первую нашу прибавку. Как я буду их делать? Вот я должна поднять вот эту протяжку. И набрасываю я ее вот таким образом. Это в начале ряда. Чтобы левая стенка была у нас кпереду. И провязываю я эту петлю скрещенной за переднюю стенку. А в конце ряда я наоборот буду набрасывать вот так вот. И провязывать тоже скрещенной, но за заднюю стенку. У нас идет сейчас начало ряда. Я ее набрасываю вот таким образом. И провязываю ее за переднюю стенку. Протяжку эту. Теперь я провязываю 2 петли до центра. Провязали. Здесь я должна поднять 2 петли с предыдущего ряда. Вот я завожу спицу, и вот эти 2 дужки, вот эти, ниже на ряд, которые, я их поднимаю и набрасываю на левую спицу. Первую петлю я провязываю за заднюю стенку. И затем вторую петлю провязываю за переднюю стенку. Но здесь не сильно понятно, потому что начало сейчас я дойду до следующего ряда. Покажу вам еще раз, там несложно. Провязываю я 2 петли и делаю снова прибавку. Поднимаем мы протяжку с прошлого ряда и набрасываю ее, чтобы левая стенка у нас была к заду. И провязываем ее скрещенной за заднюю стенку. И последнюю кромочную провязываем лицевой петлей. Таким образом у нас на спице уже должно быть 10 петель. Изнаночный ряд мы провязываем все петли лицевыми. Не забываем, что первую петлю мы тоже провязываем лицевой. Все петли вяжем лицевыми. Разворачиваем вязание. Здесь я возьму маркер, чтобы не запутаться. Смотрите, здесь у нас 10 петель, я вешаю маркер ровно по центру. То есть у нас с одного края 5 петель и с другого края тоже 5 петель получается. Но потом в маркере не будет необходимости. У нас будет вырисовываться дорожка центральная, и ее будет хорошо видно. Маркер уже не нужен будет. Повторяем все действия наши. Первую петлю мы провязываем лицевой. Затем мы протяжку поднимаем предыдущего ряда, чтобы левая стенка у нас была кпереду. И провязываем за переднюю стенку. И вот эта вот протяжка, она идет у нас слева, сверху. Затем провязываю я до маркера петли. Уберу пока маркер, чтобы не мешал нам. Вот, завожу спицу, подхватываю 2 вот эти дужки с предыдущего ряда. Вот сейчас раздвину петли, чтобы хорошо вы увидели, что именно я подхватываю.
Вот эти две дужки. Подхватываем, набрасываем на левую спицу. Первую петлю мы провязываем за заднюю стенку. И вторую петлю мы провязываем за переднюю стенку. И вот эти две петли можно сделать чуть-чуть подлиннее, чтобы в конце у нас полотно не стягивало и выглядело красиво. Следующий ряд я еще покажу раз. Провязываем до конца, не довязывая до одной петли. Протяжку набрасываем на левую спицу, чтобы левая стенка была к заду. Провязываем скрещенной петлей за заднюю стенку. И протяжка у нас теперь идет справа налево. И последняя кромочная у нас лицевая. В лицевом ряду мы делаем 4 прибавки, а изнаночный ряд вяжется вообще легко и просто. Все петли мы вяжем лицевыми. Маркер я не повесила, но я маркером не пользуюсь. Эти прибавки видно хорошо. Вначале повесьте, чтобы проще вам было. Вот, видите, дорожка у нас уже образовывается, видно ее. Теперь у нас на спице 14 петель. Вот, 7 у нас идет в эту сторону, и 7 у нас идет в эту сторону. Первую мы провязываем лицевой. Затем мы делаем прибавку из протяжки. Провязываем ее скрещенной за переднюю стенку. Затем мы провязываем 6 петель до центра. Дошла до центра. Завожу спицу, подхватывая 2 петли нижнего ряда и набрасываю их на левую спицу. Провязываю первую за заднюю стенку. Но здесь, смотрите, мне удобнее сразу набрасывать, можно по очереди. Вначале вы набрасываете первую петлю, ее провязываете за заднюю стенку. Петлю эту делаете чуть-чуть подлиннее. И затем мы поднимаем вторую петлю, провязываем ее за переднюю стенку. И эти петли мы чуть-чуть делаем подлиннее, чтобы в конце у нас не стягивало. Все, провязываем мы 6 петель. Снова делаем мы прибавку. Поднимаем мы протяжку нашу. Провязываем ее за заднюю стенку. И последняя у нас кромочная, провязываем ее лицевой. Теперь у нас уже 18 петель. Вот уже красиво получается. И вот я вязала без изменений, делая прибавки в каждом лицевом ряду. Вот провязала, и у меня получается такая линия красивая, центральная. И по краям такая кромка. Теперь что мы делаем? Я дошла до этого места. Здесь, если посчитать петли, вот у меня центр моего вязания. От центра в одну сторону у меня здесь идет 29 петель. Ну и, соответственно, от центра в эту сторону тоже 29 петель. Вот, вяжем мы, значит, до этого места. И в этом ряду я буду запускать нить контрастного цвета. У меня это белая пряжа. То есть все то же самое я вяжу, делая все те же самые прибавки. Начиная с первой лицевой петли, как мы и вязали раньше. Мы провязываем 2 ряда платочной вязки белого цвета. Ну, у меня белый, а у вас может быть любой цвет контрастный. Все, вяжу теперь туда-назад белым цветом. Затем я буду вязать 2 ряда основного цвета. Я вяжу из Flowers. И вот провязала я еще 6 рядов. Вот видите, у меня получилось 2 ряда
белого цвета я вязала, потом 2 ряда основного цвета и еще 2 ряда белого цвета. Теперь у меня на спице от центра до начала по 35 петель. Тут 35 и тут 35. На этом моменте будем делать первый листик. Он у нас будет расположен вот так вот по центру. Лист состоит из 17 петель. И по 9 петель мы оставим с обеих краев. Здесь, когда я делаю начало ряда, ну вот это у меня конец нити, вот видите, я беру из той нити, которую буду вязать, я ее сзади провожу, то есть последняя нить у меня спереди должна быть, вот, потом она пойдет в следующий ряд тоже спиралькой, то есть вот я вяжу из фиолетовой нити, она у меня сзади идет, а вот это последняя спереди. Как я считаю петли? Вот смотрите, первую я же провязываю лицевой петлей, да? Делаю я прибавку. Так, сделали. Можно подтянуть хорошо, чтобы потом, видите, у нас тут смена нити была, чтобы не было нигде отверстий. И вот эту 2 петли я их считаю за одну, ну, либо кромочную я не считаю, то есть вот она. 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Здесь можно либо маркер повесить. Ну, давайте сейчас маркер повесим, чтобы было более понятно. Вот, это мы отметили хвостик. Ну, видите, здесь получилось 10 петель из-за того, что мы сделали одну прибавку. Ну, либо можно кромочную не считать, и 9 петель. И теперь я провязываю 17 петель. «17» провязали, все. Дальше мы пока не идем. Здесь у меня тоже должно остаться 9 петель. Мы разворачиваем вязание. И здесь тот же метод, как мы вязали шапку, потом мы вязали митинги. Будем вязать укороченными рядами. Но кто со мной первый раз, вот, смотрите, я ввожу спицу в первую петлю, переснимаю на правую спицу и нить отвожу назад. У нас образуются вот 2 протяжки. Это у нас будет петля разворота. Таким образом. И дальше я считаю 16. То есть вот эту петлю разворота я в учет не беру. Вот это первая петля у меня идет. Вторая. Третья. Четвертая. 5. 6. Отсчитываю 16. 15 и 16. Вот, видите, мы дошли до маркера. Ну, здесь можно либо маркер вешать, либо считать про себя. Теперь я делаю опять разворот. Опять то же самое. Ввожу спицу. Нить тяну назад, пока у нас не образуются 2 дужки. Здесь я не считаю, я оставляю одну петлю до укороченной петли. Вот, смотрите. Вот она, укороченная петля. Я их крестиками называю, видите, потому что он выглядит как крестик. И одну петлю, вот она. Я ее оставляю на левой спице. И разворачиваю вязание. Здесь то же самое делаю. Укороченную петлю. Вяжу опять, не доходя до одной петли, до укороченной. Кто вязал со мной шапку и митинги, те уже знают, как это делать. Вот одну мы оставляем до крестика петлю. Не доходя до нее, разворачиваем вязание. Это мы вяжем по схеме, которую мы шапку вязали. Это листик первого типа, который на 6 барашков. Кто не знает, барашек я называю 2 ряда платочной вязки. Ну вот, то есть вот это я называю барашек. Вот он, это рубчик.
Мне кажется, так и считать проще, и приятно называть. Рубчик, не знаю, как-то не очень. А считать ряды мне тоже не очень нравится. Мне проще барашков посчитать. Все, мы идем на сужение. Пока по лицевой части мы не увидим 3 барашка. Вот я перевернула. У меня идет вот один барашек. Вот. Один барашек, второй и третий барашек. Это значит, что мы дошли до середины листика. Здесь я делаю снова укороченную петлю. Мы дошли до середины листика, и мы пойдем сейчас на увеличение, на расширение. Я провязываю все петли. Вот, дохожу я до крестика нашего. Видите, вот он. Я тоже его провязываю лицевой петлей. Слева направо подхватываю за правую стенку переднюю. Я этот крестик весь провязываю лицевой петлей. Вот, видите, его не видно. И провязываю я одну петлю после него. И на этом моменте я разворачиваю вязание. То же самое делаю я укороченную петлю. Вяжу теперь я в другую сторону. Провязываю крестик. Вот, подхватываю весь крестик, видите, вот так вот завожу в него. Весь этот крестик провязываю лицевой петлей и плюс еще одну петлю. И на этой петле я разворачиваю. Петлю эту делаю укороченной. И иду в другую сторону, пока я не провяжу петлю после укороченной петли, после крестика. Вот, видите, идет первый крестик, я его провязываю. Здесь у меня идет второй крестик, видите, это укороченная петля, я ее тоже провязываю. То есть у меня тут получается 2 крестика подряд. И вот она, одна петля свободная, на ней я разворачиваюсь. И ее я делаю укороченной петлей, иду снова в другую сторону. Вот у нас первый крестик мы провязываем. И затем второй крестик я провязываю. И провязываю я одну петлю свободную и разворачиваю вязание. Теперь смотрите, мы считаем барана. Вот один барашек, второй барашек, третий барашек, четвертый барашек, пятый барашек. Сейчас мы идем в эту сторону, довязывая до следующего листа. А потом последний ряд мы уже будем, когда вязать изнаночный ряд, мы сформируем шестого барашка. Видите? То есть мы 5 уже провязали, это значит, что мы этот лист почти уже вывязали. Делаем укороченную петлю. И идем мы уже к середине бактуса провязываем. То есть все мы петли эти провязываем. Вот крестик провязываем. Провязываю я второй крестик, провязываю. Вот. И теперь я вяжу дальше петлями лицевыми, доходя до центральной линии. Так. Ну, то есть это вот эти 9 петель, которые мы оставляли в начале, мы их провязываем 9 штук. Вот, я дошла до центральной. Здесь я подхватываю 2 стенки. Делаю центральную линию. И вот эту петлю, которую мы подняли, мы ее не берем в учет. Как будто она у нас кромочная.
провязываю 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель провязали. Вешаю маркер. Вяжем дальше 17. Провязала я 17 и дошла я, вот, остается у меня на этой спице 9 петель. Здесь я разворачиваюсь, провязываю до маркера, делаю наш лист. Тот же самый, как я делала тут. Так, провязала. Вот, считаю своих баранов. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, этот 6-й у нас будет последний в этом ряду. Так, провязываем уже все петли до самого края. Укороченные петли провязываем лицевыми. Делаем нашу прибавку на крае. Вот последний крестик провязываем. Еще один. Провязываем. И доходим до конца уже. Здесь я делаю прибавку. И последняя петля у меня лицевая петля. Вот, дошла до края. И вот этот ряд я весь вяжу вообще без изменений, просто лицевыми петлями. Этот ряд вообще легко вяжется. Если есть крестик, мы его провязываем. И доходим мы уже до края. Вот, я довязала до конца. Вот такая у меня пока интересная деталь получилась. Видите, тут у нас расширение идет, но когда мы будем вязать следующий лист, оно у нас выровняется. То есть потом будем вязать 2 листа, потом 3 у нас будет идти. Вот. Теперь я буду вязать следующий ряд белой нитью, туда-назад. Потом опять основного цвета нитью и еще раз белой. Ну, то же самое в зеркальном отражении. То есть вот 3 барашка мы должны провязать разноцветные. И затем я буду основного цвета вязать уже до следующей партии листов наших. Провязала я основным цветом нити после контрастного цвета 12 рядов. То есть у меня здесь получается 6 барашков, 6 рубчиков. Если по схеме, то мы находимся в ряду, где у меня вот 55 петель. Вот в этом ряду я буду делать сейчас первую линию полосочки наши. То есть здесь у нас так и дальше и пойдет. Мы будем провязывать по 6 барашков. Я уже начинаю вязать белой нитью. Ну, то же самое делаю, как в этом месте. Провязала я еще 6 рядов. Вот, 3 полосочки сделала. Теперь у меня от центра до начала 61 петля. И этот ряд у меня идет опять с листиками. Здесь то же самое. Также вяжу, как я и здесь вязала. Но я уже не буду показывать, можете перемотать. То есть это тот же самый фрагмент. Мы его вяжем. То есть тут мы 9 петель провязываем. Ну, плюс прибавка 10 получается. Тут мы лист вяжем на 17. И затем мы делаем промежуток 9. Вяжем второй лист на 17. Здесь 9 идет у нас. Потом опять 9, 17. По схеме вяжем вот этот второй, где 2 листа. И здесь в зеркальном отображении мы то же самое вяжем, возвращаемся назад. Ну, здесь, я думаю, уже все понятно. Потом мы вяжем опять полоски. И будем так вязать, пока у меня вот эта пряжа не закончится. И вот я уже закончила свой бактус. Вот смотрите, я здесь провязала, получается, одна маленькая, потом вторая полоса, третья, четвертая, вот 5-я и вот 6-я полоска. Видите, 6 полос у меня получилось. И в конце я хотела вот этот край конечный сделать, чтобы, ну, так как у нас тут было по 6 полосок, хотела тоже, чтобы 6 было, но мне не хватило пряжи, хватило только на 5 полосочек. Ну,
не страшно, в принципе. То есть Yarn Art Flowers у меня ушел весь моток, а белая пряжа вот у меня осталась. Ну, я взвесила примерно здесь полмотка. То есть, ну, примерно 50 грамм ушло белой пряжи, бихорки которая. Здесь, смотрите, я закрыла в конце эластичным способом. Этот способ у меня есть на канале, отдельное видео. Я здесь оставлю ссылку и внизу под видео. Так что пройдите и посмотрите, как закрыть этим методом. Он с обеих краев получается красивый. Видите, как продолжение этой платочной вязки, узор. И здесь все отлично получилось, ничего не стягивает. Кончики здесь получились тоже очень все красивые. Ну и узлы по белой пряже я их поотрезала и аккуратненько попрятала. Я, знаете, как делала? Вот эта нить, ну, белая у меня была. Я ее разъединяла на две части. Она состоит из 5 ниточек. Я туда 2, туда 3. И протягивала под петлей какой-то. Их затягивала, завязывала на узелки. И потом я крючком продевала подушки и уже окончательно спрятала эти концы. Ну, по крайней мере, я не могу их найти. Изначально этот узор, листики, они совсем чуть-чуть как бы выпирали. Но после ВТО все вообще идеально. То есть, видите, полотно, эти листики сгладились, и где надо они подтянулись, и получился фирменный оконченный вид уже. Так что буду рада, если мой мастер-класс по вязанию бактуса махаона будет кому-то полезен, вы свяжете такую прелесть. Классный получился, он красиво драпируется. Мне понравилось, я мерила на себя, я очень им довольна. Все. Всем пока, и мы с вами все скоро увидимся. До новых встреч! Thank you.